Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Rocky Game. Сегодня мы поговорим о игре Gridfall, релиз которой намечен на 10 сентября 2019 года. Не забудьте подписаться на канал и прожать свой мощнейший лайк. Помни, твоя и только твоя нереальная поддержка мотивирует меня работать над качеством и количеством контента. Погнали! Итак, Gridfall – это новый RPG от студии Spider на дворе 17 век, где магия – неотъемлемая часть жизни, а в культуре преобладает стиль барокко. Нам предстоит исследовать недавно обнаруженный остров наравне с колонистами, наемниками и авантюристами, разгадывать его секреты, искать несметные богатства, которые, по слухам, он скрывает. Путешествие обещает быть захватывающим, но не легким. Оказаться в центре конфликта между колонистами и коренными жителями, которые оберегают сверхъестественные существа. Старый мир рушится. По загрязненному континенту распространяется молихор. Это неизлечимая смертельная болезнь, и люди, постепенно теряя надежду на спасение. Но все меняется, когда моряки обнаруживают в сотнях миль от берегов остров, жители которого не боятся никаких болезней. Представители разных стран устремляются к новой земле в поисках сокровищ и лекарства от молихора. Нам предстоит отправиться на остров в качестве посланника от содружества торговцев. Мир похож на Европу 17 века, архитектура, костюмы, оружие, атмосфера – все это напоминает об этом периоде открытия научных изысканий и культурного подъема. При создании данной игры разработчики вдохновлялись стилем барокко и фламандской живописи. Грандиозные пейзажи, выполненные в приглушенных теплых тонах, напоминают о работах художников той эпохи и создают незабываемую атмосферу. Остров просто огромен и полон тайн. Здесь все пропитано магией, которой с рождения владеют местные жители. В Gridfall нет классов, но есть обширное древо умений, благодаря которому можно создавать любые комбинации навыков и проходить игру так, как удобно именно нам. Однако, абсолютно все, что мы делаем в Gridfall, отразится на жизни острова. Даже самые незначительные наши поступки будут влиять на ход событий и развитие истории. Также мы сможем подчеркнуть индивидуальность нашего персонажа, выбирая снаряжение, оружие и доспехи по нашему предпочтению, предметы гардероба, а также создавать предметы самостоятельно. Конечно же, предстоит носить оружие и доспехи, соответствующие нашей манере игры и навыкам, улучшая их, чтобы повысить нужные характеристики. Кстати, немаловажным вопросом остается цена данного шедевра, которая на сегодняшний момент составляет 1700 рублей в Steam, в магазине PlayStation 3200 и в магазине Microsoft $50. Конечно же, вам интересно узнать о системных требованиях данной игры. Зачитывать я их не стану и просто приложу скриншот в данный ролик, а также добавлю в описании к данному видео. Ты еще не поставил лайк? Так сейчас самое время это сделать и подписаться на канал. Итак, возвращаясь к игре, в Gridfall есть несколько фракций, у каждой из которых свои убеждения, владения, цели, союзники и враги. Предстоит заключать и разрывать союзы благодаря проработанной системе репутаций, но не стоит забывать, что фракции и их лидеры могут воспринять ваши действия с неодобрением. От наших симпатий, дипломатических способностей будет зависеть судьба острова. Сумеем ли мы установить мир, привести колонию к процветанию, или тупо разожжем войну, погубим целую фракцию. Это уже будет зависеть исключительно от нас. Мы можем свободно выбирать умения, подходящие нашему стилю боя, например, использование тяжелой брони, медленного и разрушительного оружия, магии или оружия дальнего боя. В игре доступны любые комбинации навыков. На этом у меня все. С тобой был Rocky Game. Не забудь подписаться на канал и поражать свой нереальный лайк. Помни, именно от твоей мощнейшей поддержки зависит моя мотивация работать над качеством и количеством контента. Пиши свой комментарий, какое мнение сложилось у тебя по данной игре. Стоит ли она тех денег, что за нее просят? Всем хорошего настроения, друзья. Удачи и до встречи на новом видео.